Коллеги, добрый день. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Меня зовут Антон Богаченко. Я являюсь руководителем коммерческого подразделения компании Forecast Now. Также с нами сегодня Александр Грицай, автор системы Forecast Now, генеральный директор компании-разработчика. Сегодняшний вебинар мы хотим посвятить теме эффективного управления запасами в условиях постоянных рисков и неопределенности. Сам вебинар будет состоять из двух частей. Первая – это вводная, обзорная часть, на которой мы поделимся нашими наблюдениями о российском ритейле и дистрибьюции относительно повышения эффективности управления запасами. Также расскажем о роли управления запасами в компании в целом и как оно может стать конкурентным преимуществом. Вторая часть – это практическая часть. На ней мы в деталях расскажем, каким образом можно повысить эффективность закупочной деятельности, расчет оптимальных стоков в режиме постоянных форс-мажоров, как добиться того, чтобы инвестиции, вложенные в товарный запас, отвечали интересам каждой конкретной компании с ее внутренней спецификой. Сегодняшний вебинар построен исключительно на нашем опыте работы, управления запасами, опыте по взаимодействию с торговыми компаниями. В двух словах расскажу о нашей компании. Forecast Now – это монопродуктовая компания. Мы специализируемся исключительно на управлении товарными запасами. Данной темой мы занимаемся более 10 лет. Начинали мы с научных разработок в разрезе применимости тех или иных методик и алгоритмов в управлении запасами. На текущий день мы провели более 500 исследований на реальных данных торговых компаний, опять же в разрезе применимости различных методологий. Имеем на базе своей компании научно-исследовательский отдел, так называемый отдел R&D. Наши основные клиенты – это торговые компании из различных отраслей, это продуктовая ритейл-дистрибьюция, это автозапчасти, это фармацевтика, строительные материалы, электротовары и так далее. На сегодняшний день в пуле наших клиентов более 70 торговых компаний из России, с которыми мы достаточно плотно работаем, собираем у них обратную связь и на ее основе постоянно улучшаем и совершенствуем нашу методологию. Если посмотреть на российский рынок, то в последние годы мы наблюдаем сильные изменения. Несколько лет назад, когда мы общались с торговыми компаниями, основной приоритет у них был нацелен на развитие продаж, маркетинга, расширение новых территорий. На фоне всего этого управление запасами оставалось в тени, то есть имело средний приоритет для компании. Сегодня мы видим сильные изменения в разрезе интересов представителей ритейла и дистрибьюции к оптимизации затрат, связанных с управлением запасами. Данная тенденция в первую очередь связана с увеличением конкуренции на рынке, появлением новых мощных и технологичных игроков как в регионах, так и на федеральном уровне. Сейчас рассчитывать исключительно на продажи и маркетинг стало достаточно сложно в текущих условиях. Поэтому компании ищут другие способы оставаться конкурентоспособными. Ну и в первую очередь это, конечно же, управление запасами, так как это своего рода базис. Отмечу, что сейчас наличие у торговой компании системы управления запасами или так называемой системы автозаказа – это уже не редкость, как было раньше. Это, скорее всего, данность в сложившейся ситуации. Также стоит заметить, что не у всех компаний имеются эффективные инструменты по управлению запасами. Как правило, отсутствие профессиональной системы управления запасами наблюдается у регионального ритейла и дистрибьюции. Они обычно используют прикладные модули автозаказа на базе учетных систем, ERP-систем, внедренных в компанию, используют какие-то скрипты в Excel или заказывают какие-то кастомные системы
работающие на устаревших алгоритмах. В целом эти алгоритмы даже не предназначены для управления товарными запасами. Они разрабатывались для прогноза каких-то линейных событий, что не очень применимо для управления запасами. Очень грустно, но мы часто наблюдаем ситуацию, когда компании, использующие такие подходы, методологию, алгоритмы, ежегодно теряющие миллионы рублей на дефиците и излишках, вынуждены работать в так называемом режиме доживаемости. В большинстве своем это, конечно, региональные игроки, которые на фоне жесткой конкуренции с федеральными сетями и нестабильности на рынке часто прекращают свое существование. Таких примеров много. Мы подошли, наверное, к основному вопросу, может ли эффективная система управления запасами стать весомым конкурентным преимуществом. Здесь я хочу привести некоторые данные из исследований, касающиеся вовлечения оборотных активов торговой компании в товарные запасы. Этот показатель в среднем по рынку Российской Федерации варьирует от 40 до 80% от общего капитала компании. То есть в товарные запасы российские торговые компании инвестируют как минимум половину своих активов. И от того, как происходит расчет оптимального товарного запаса, зависит в целом эффективность и прибыльность всей торговой сети, соответственно, ее конкурентоспособность. Эффективное управление запасами в условиях большого числа форс-мажоров, исключительных ситуаций, влияния различных факторов на расчет оптимального уровня стоков – это основа и крепкий фундамент успешного бизнеса. А как именно это происходит? Опять же, по данным нашей статистики, основанной на фактическом внедрении и использовании, эффективное управление запасами, отвечающее тенденциям рынка, учитывающее большой пул ограничений, рисков и неопределенности, может дать весомое конкурентное преимущество. Ну, я, наверное, выделю несколько наиболее важных показателей эффективности при использовании такого подхода. Первый – это, наверное, освобождение активов, так называемая сушка склада. В среднем такой показатель при использовании системы варьирует от 20 до 40%. Тут важно отметить, что уровень аутостока, то есть дефицита, будет снижаться, либо как минимум останется на том же уровне. То есть потерь продаж и прибыли, соответственно, связанные с сушкой склада, не будет. Можно привести пример, смоделировать ситуацию, что в компании, в торговой компании в товарные запасы вложено около 200 миллионов, то высвобождение или разморозка денежных средств при использовании такого подхода и системы управления запасами может составить от 40 до 80 миллионов. Эти деньги компания свободно может вкладывать в приоритетные направления, развивать их и повышать свою эффективность. Соответственно, быть конкурентоспособными и конкурировать с основными игроками. Второй показатель, не менее важный, а может быть и наиболее важный, это уровень удовлетворения потребительского спроса, так называемый уровень сервиса. Он должен соответствовать целевому, то есть заданному компании, исходя из ее приоритетов и важности каждого конкретного товара или товарной группы. Наверное, всем известно, что удовлетворять 100% спроса не всегда бывает выгодно и рентабельно для торговой компании, так как затраты, связанные с закупкой, хранением, стоимостью денег, могут превышать прибыль от продаж, которую мы обеспечиваем этим 100% уровнем сервиса и, соответственно, поддержанием очень больших товарных запасов на складах. Также нельзя слишком сильно снижать стоки или вообще работать по ассортименту с колес, так как это на постоянной основе будет вызывать дефицит, потерю клиентской лояльности, ухода клиентов, конкурентов и потерю прибыли в целом. Здесь возникает вопрос, как же найти золотую середину.
точку баланса, так называемую, для каждого товара, при которой компания будет максимум зарабатывать и минимум терять. Будет прозрачно понимать, сколько денег им стоит инвестировать в запасы и каким будет возврат этих инвестиций. Это достаточно сложный вопрос, так как при большом количестве ассортимента, сложной структуре складов, большого пула ограничений, влияющих на расчет товарных запасов, на пополнение складов, а также для расчета оптимальных перемещений по дочерним складам или торговым точкам потребуется очень много ресурсов. Во второй части вебинара Александр детально расскажет и осветит эту тему. Коллеги, в подтверждение своих слов хочу добавить, что ежегодно мы получаем порядка 200 входящих запросов от торговых компаний, в которых наблюдается ситуация постоянных перекосов в сторону дефицита, либо в сторону излишних запасов. Эти компании пытаются как раз-таки найти эффективный инструмент, который им поможет найти ту самую точку баланса для каждой товарной позиции, а также поможет эффективно вести свой бизнес. Сейчас все больше российских компаний дают свое предпочтение и используют на практике методики управления запасами 4-го поколения. Коллеги, здесь я хочу передать слово Александру, который расскажет о современных методиках и особенностях управления товарными запасами, которые способны поддерживать рентабельность запасов в текущих реалиях бизнеса. Александр. Добрый день, коллеги. Меня нормально слышно? Поставьте, пожалуйста, тоже плюсики, если все нормально со звуком. Я хотел бы начать, наверное, с рассказа про эволюцию вообще алгоритмов управления запасами, прогнозирования спросом, про то, какие алгоритмы применяются сейчас в международной практике и то, что мы видим, применяет российский ритейл в большинстве своем случаев, как эти алгоритмы развивались, почему, откуда они пришли, на что, возможно, похож алгоритм, который используете вы и так далее. Ну, сейчас на слайде вы видите, собственно, прогресс развития этих алгоритмов. Все началось с классических методик прогнозирования, так называемых, которые отличает то, что они на выходе дают точечную оценку в виде одного числа объема спроса. Это могут быть разные методы по среднедневным продажам, могут быть более сложные, экспоненциальное сглаживание, Holt-Winters, двойное экспоненциальное сглаживание, ARIMA, это могут быть даже нейронные сети, неважно, какая модель используется, важно то, что у нас на выходе получается одно число, будет продано там за ближайшие 7 дней 10 единиц той или иной продукции. Соответственно, точечная эта оценка, она зачастую не жизнеспособна по той причине, что это часто гадание на кофейной гуще и тыкание пальцем в небо. Применима эта, в принципе, методика, но только для тех товаров, которые продаются ежедневно достаточно стабильными объемами, так называемая группа AX. И, в принципе, по ней никакой страховой запас может даже и не требуется, но все равно мы можем нести какие-то потери, и на данном этапе мы никакого вообще обоснования вот этому прогнозу в принципе не имеем. Эти алгоритмы и методики, они пришли к нам из сильно агрегированных данных, когда мы прогнозировали выручку, температуру на солнце, потребление электроэнергии районами и так далее, и стали применяться также наравне в управлении товарными запасами. Попросту другого ничего не было, но в управлении запасами предметная область совершенно другая, она имеет свои особенности, и применение такого подхода может быть не всегда оправдано. И в случае каких-то разряженных продаж, более-менее непредсказуемых, да, немного даже непредсказуемых, скажем, такая методика уже не особо работает. Например, даже если взять супермаркет, в котором 50 тысяч наименований и продаются там продукты питания, бытовая химия, то только порядка 6% ассортимента 3000 наименований
будут иметь стабильные, гладкие так называемые продажи. И вот классическое прогнозирование там по среднему или более сложное там будет более-менее давать результат на таких продажах. Но обратимся к примеру, вот продажи каких-нибудь булочек, которые случаются у нас ежедневно. Темно-красная линия – это вот, соответственно, продажи с 1 января по 18. И булочки наши продаются там по 5, по 11 единиц и так далее. Средняя находится оценка на уровне 8 штук, и наш классический прогноз выдает в данном случае цифру 8 единиц продукции, и если посмотреть, то это достаточно неплохой будет процент покрытия спроса. То есть если мы будем хранить 8 булочек, то мы обеспечим 8,7% спроса, мы будем покрывать в данном случае практически большинство случаев, за исключением вот этих вот пиков, и, соответственно, здесь у нас будет дефицит небольшой вот такого вот объема. И если посчитать объем этот дефицита относительно общего спроса, который был, да, и посчитать, сколько спроса мы покрыли, то мы покрыли 87% спроса, или, иначе говоря, у нас уровень сервиса второго рода, fill rate, еще так называемый, получился 8,7%. Как вы можете видеть, для гладкого спроса здесь достаточно все неплохо. Оценка по среднему без страхового запаса дает достаточно неплохой результат. Минус здесь есть один, но существенный. Мы никак на этот результат не влияем, на уровень сервиса. То есть если это важная позиция для нас, мы хотим по ней обеспечить более высокую доступность товара нашим клиентам, например, 99%, но мы не можем в качестве цели на вход этому алгоритму подать вот эту вот величину. Мы можем только получить как данность какую-то цифру, надеяться, что она будет неплохой. Соответственно, и второй нюанс, естественно, это слабо подходит товарам разряженного спроса. Как я уже сказал, таких товаров даже в продуктовом ритейле 94% от общей матрицы. А если говорить про другие направления ритейла, то там большинство товаров имеют разряженные продажи. Под разряженными продажами подразумеваются такие продажи, которые совершаются не ежедневно. То есть если не ежедневно на уровне артикула и конкретной торговой точки или склада мы имеем продажи, то это уже продажи разряженные. Ну, я здесь привожу пример на этом слайде более ярко выраженного разряженного спроса. Раз в неделю там случаются какие-то продажи размером 20, там 12 штук и так далее. Это может быть какая-то бытовая химия, конкретная SKU, не конкретное наименование, не какое-то объединение по группе, не объединение по магазинам, что очень важно. Большинство компаний, к сожалению, думают, что у них все продажи частые по той причине, что что-то из группы, да, продается. Но если мы опускаемся на уровень конкретного наименования конкретного производителя, то ситуация может оказаться, что на самом деле это не так. И мы продаем это гораздо реже, чем думаем. И если мы здесь применим вот этот вот классический метод, то оценка даст нам 3,29 средства там, для мытья посуды, порошка, неважно чего. Во-первых, первый недостаток алгоритма, он дает не целую цифру, и непонятно, что с ней делать, не целое число, округлять его в большую или меньшую сторону. И это уже как бы намекает нам о том, что этот алгоритм не из предметной области, потому что на выходе получается не целое количество единиц продукции, хотя, в принципе, не должно такое получаться. И здесь покрытие спроса при таком объеме составит 21%. То есть если я проведу здесь линию на уровне 4 единиц, да, то, по сути, вот эти все объемы спроса, они все отсекаются, и просто мы не будем их удовлетворять и покрывать при таком объеме хранения, который дает нам оценка по среднему значению в случае разряженного спроса. Чем более он разряжен, соответственно, тем больше мы там перекос будем получать. И опять же повторюсь, что здесь нету никакого желаемого уровня сервиса, потому что мы получаем только то, что в результате получается.
Следующим этапом развития алгоритмов прогнозирования стало применение так называемых квантильных методов прогнозирования, когда уже появляется понятие страхового запаса и оценка спроса – это интервальная оценка. То есть мы предполагаем, что будет продано от 5 до 15 единиц с вероятностью 95%, например. Эти методы – это расширение методов классического прогнозирования. За основу точного прогноза берется какой-то метод из обозначенных ранее. Это могут быть даже среднедневные продажи или, наоборот, нейронные сети или что-то между ними посередине. Мы получаем точечную оценку, а для оценки страхового запаса мы используем некоторую модель, модель спроса одинаковую для всех, и эта модель, скорее всего, это нормальное распределение, иногда это распределение Пуассона, часто это называется там стандартными отклонениями, сигмами, правилом 3 сигма, удовлетворение спроса на 98-99% по правилу 3 сигм и так далее. То есть вот такие ключевые слова обычно используются, когда говорят про страховой запас. Иногда еще страховой запас считают через ошибку прогнозирования в данном случае, но суть заключается в том, что у нас есть одно число плюс некоторый страховой запас, который уже зависит от целевого уровня сервиса, то есть сколько мы хотим покрывать спроса, страховой запас будет от этого меняться. Но имеет особенность, модель страхового запаса одинаковая в данном случае для всех товаров. То есть будь это товар редкого спроса, частого, хаотичного, стабильного, все равно модель для страхового запаса будет одинаковая. И, скорее всего, это будет нормальное распределение в макросах в Excel, там норм, стр, обр и так далее, что используется. Но по факту, опять же, такая модель не подходит для товаров, которые имеют неежедневные продажи или имеют горизонт прогнозирования достаточно короткий. То есть либо у нас короткий горизонт прогнозирования, мы прогнозируем там, например, на пару-тройку дней какую-нибудь фреш-продукцию, либо мы прогнозируем на длительный горизонт, но товары разряженного спроса, а если мы работаем еще смешанно, и у нас есть и оптовое направление, и розница, то тогда точно никакое нормальное распределение не сможет описать нормально страховой запас для товаров компании. Соответственно, вот такая вот и оценка, она уже позволяет нам задавать некоторый целевой уровень сервиса. Если для нашего примера мы бы озадачились целью обеспечить 87% спроса, например, то ответ по формуле там обратному нормальному распределению, да, для этого уровня сервиса был бы 10,35 средств для мытья посуды. Опять же, цифра у нас получается здесь не целая. И даже если округлить ее до 11, то фактически уровень сервиса при желаемом 8,7 фактически дает 71%. Что это означает? Ну, мы хотели обеспечить 87%, а по факту, используя модель прогнозирования там, по среднему плюс страховой запас по нормальному распределению, мы получили 10,35 и покрыли только 71% спроса. То есть 16% спроса мы потеряли, хотя рассчитывали их тоже обеспечивать. И вот есть какая история, что применение таких моделей на низких уровнях сервиса дает, соответственно, в данном случае может давать переоценку запаса, а на высоких уровнях сервиса, соответственно, недооценку. То есть для важных товарных позиций группы А, которые там много продаются, вносят большой вклад, мы хотим обеспечить по ним высокий уровень сервиса, 99%. По факту получаем недооценку и получаем потерянную прибыль. На малых уровнях сервиса, наоборот, такие методы склонны переоценивать объем запаса, который необходим. И, соответственно, здесь возникает как раз перекос вот такой вот в запасах и нездоровая ситуация. Дальнейшим развитием алгоритмов прогнозирования стал переход к другой парадигме вообще, к
другому способу понимания, интерпретации вообще прогноза спроса, что это такое. И это стало частично вероятностное прогнозирование, так называемое, когда на выходе алгоритма, который предсказывает объем спроса, скажем так, прогнозирует, мы имеем не одну цифру, не одну величину какую-то, а набор возможных объемов спроса и их вероятностей. Ну, приведем простой пример с прогнозом погоды. Если нам говорят, что завтра будет солнечно, 24 градуса, это у нас, соответственно, точечная оценка. Если нам говорят завтра солнечно 24-26, это некоторая интервальная оценка, квантильное прогнозирование. А если нам говорят, что 60% солнечно, 60% солнечно, соответственно, и 20% дождь, гроза, 10% облачно, то мы уже понимаем, что есть некоторое распределение возможных объемов спроса и, соответственно, можем подстраховаться и взять, например, зонтик, если для нас там 10% дождь, гроза является критичным в нашем интерпретации, или наоборот, этот риск проигнорировать и, соответственно, рассчитывать на солнечную погоду. Также и при прогнозировании, соответственно, товарных запасов, объемов спроса, мы получаем некоторое распределение, которое может выглядеть таким образом. Внизу вы видите объемы спроса, 0, 10, 20 единиц. Вот это вот здесь это объемы спроса, которые могут возникать. И это прогноз на позицию 95-130. И высота темно-синих столбиков вот этих – это, собственно, вероятность продать тот или иной объем. То есть мы не говорим, что будет продано 15 батончиков Марса или 150 единиц той или иной продукции за некоторый период. Мы говорим, с какой вероятностью, с какой возможностью может быть продан тот или иной объем. Мы можем продать и 20 единиц продукции с вероятностью там около 10% и 60 единиц продукции, но с вероятностью ниже 5%. Вот в данном случае здесь мы это можем наблюдать. Соответственно, мы получаем полное представление о распределении, соответственно, спроса. И важно понимать, что в основе таких методов лежит математическое моделирование самого процесса спроса. То есть если раньше мы использовали методы и алгоритмы, которые предназначались для решения обобщенных задач из других отраслей, то здесь используются уже методы мат-моделирования, в основе которых лежит моделирование как раз процесса спроса и вероятности возникновения того или иного объема спроса. И если сегодня был большой спрос, то какая вероятность, что он завтра повторится или наоборот будет отсутствовать. Система вот это мат-моделирование, она может снять по прошлой статистике эту модель, восстановить ее и применить ее для построения вот такого вот распределения для каждого артикула, для каждого товара на уровне магазина. Собственное распределение мы получим. И, как показывает практика, оно практически никогда не похоже на нормальное распределение, чем обычно заменяется в квантильном прогнозировании страховой запас. Соответственно, вот это частично вероятностное прогнозирование, оно позволяет нам уже переходить к понятию рисков, оперировать понятием возможность возникновения спроса того или иного объема. И если мы знаем эти вероятности и эти объемы, то мы можем уже оценивать границу рентабельности нашего запаса, где выгодно хранить запас, какой спрос выгодно удовлетворять, а где уже, собственно, стоит этот спрос отсечь и заведомо его не удовлетворять, потому что это будет нам невыгодно. Здесь появляется уже рисковая модель, и она может иметь место. Почему эта модель называется частично вероятностным прогнозированием? Все дело в том, что
когда мы работаем с такой моделью, то мы отсекаем очень маленькие вероятности, ну, по меркам 2015 года, по крайней мере, и этого алгоритма, вероятности меньше 1% возникновения спроса не рассматриваются, и это просто было некоторым таким техническим ограничением, потому что достаточно сложно там для 10-15 миллионов расчетных единиц построить все эти модели в рамках 6 часов за ночь, например. Ну, это я привел пример, например, большой достаточно сети региональной, у которой большое количество наименований, и нужно построить эту модель для всех товаров за ночь. Соответственно, в 2015 году это попросту было невозможно или очень дорого стоило, и несопоставимы были затраты, поэтому частичное вероятностное прогнозирование пренебрегало такими малыми вероятностями. Но за малыми вероятностями могут скрываться на самом деле большие деньги, и поэтому мы получили дальнейшее развитие этих моделей уже в полновероятностное прогнозирование, которое актуально и по сей день используется во многих зарубежных практиках и является рекомендованной практикой, в принципе, для использования. Если говорить про российский ритейл и дистрибьюцию, то по нашему опыту, по нашему накопившемуся опыту от обращений клиентов, мы видим, что в основном компании применяют алгоритмы второго поколения квантильного прогнозирования и рассчитывают страховой запас через нормальное распределение. Иногда есть зачатки перехода к частично вероятностному прогнозированию, но с вероятностями оно зачастую не имеет ничего общего, а применяется некоторое там суммирование и анализ частот продаж. Собственно, международные стандарты таковы, что уже применяется во все полное вероятностное прогнозирование. Его ключевое отличие не только в том, что оно учитывает и позволяет принимать во внимание малые вероятности возникновения спроса, там 1/10 вероятность возникновения спроса, и это может быть существенным, потому что там, например, большой объем, это может быть, например, оптовые уже какие-то продажи, они редко возникают, но много денег приносят, и мы их выкидывали раньше за границы рассмотрения, а теперь мы можем понять, стоит ли нам под это оптовое направление держать объем на складе или нужно удовлетворять его по запросу. Соответственно, также особенностью полновероятностного прогнозирования является такой нюанс, что помимо прогноза спроса в качестве вероятностей, мы еще и получаем вероятностную оценку объема запаса, который будет к моменту поступления этого заказа. То есть мы должны понимать, а сколько товара у нас останется на складе к тому моменту, как заказ, который мы формируем и рассчитываем потребность, приедет на склад. И обычно для такого понимания применяется тоже точная оценка. Мы прикидываем по средним продажам, что у нас уйдет 15 штук и останется там 90 штук через 4 дня к 18 февраля, когда приедет этот заказ. Соответственно, такая оценка, она тоже достаточно неустойчивая по той причине, что много, возможно, различных событий, возможно, срыв сроков поставки тех заказов, которые едут уже от поставщика, возможно, какие-то также возникновения всплесков, колебаний спроса, и точная оценка, она тоже просто несостоятельна. Поэтому в полном вероятностном прогнозировании не только спрос прогнозируется как набор возможных объемов спроса и их вероятностей, но и объем остатка, который у нас будет на момент поступления этого заказа. Соответственно, и здесь мы уже можем учитывать и точные даты поступлений, и, соответственно, какие-то операционные сроки годности и другие нюансы. Здесь уже открывается достаточно большой горизонт для учета различных рисков и различных возможностей. Если говорить про классическое прогнозирование, то оно, в принципе, оперирует таким безрисковым достаточно понятием ведения бизнеса и предлагает нам расчет объема заказа, опираясь на то, что в реальности все будет хорошо и никаких больших отклонений не будет. Ну, например, заказ всегда приходит у нас вовремя, остатки всегда у нас есть на складе, дефицита не возникало, товары не портятся, у поставщика всегда есть все, что нужно. И вот такой
безрисковый подход дает нам там оценку 132 тысячи единиц продукции нам необходимо заказать. Но в реальности, в реальном бизнесе, естественно, компания сталкивается с тем, что для разных товаров возникает множество разных рисковых ситуаций. Они микрорисковые, да, это не на уровне всей компании, это на уровне конкретного товара. Иногда это даже не видно, незаметно, и эти моменты попросту не доходят до менеджеров, не доходят до закупок, даже их понимание и то, что они возникли. Но они случаются. Это может быть просто приводить к большим перекосам. У нас же могут и испортиться товары на самом деле, потому что остаточный срок годности мал. Поставщик может привезти меньше, чем обещал. Соответственно, мы забыли выложить товар на полку, и поэтому продажи встали. Акция провалилась, товар подорожал, соответственно, в него стало менее выгодно вкладывать денежные средства, спрос упал, акция как стимулировала спрос. Большое количество факторов, которые возникают и приводят к тому, что на самом деле мы должны оперировать не неким усредненным значением, а рассматривать полный спектр всех возможностей, понимать их вероятности и рассчитывать, исходя из этого, уже оптимальный запас. В данном случае, например, оценка может совершенно поменяться на 154 394 единицы может у нас получиться, и с учетом различных рисков. Ну, вот я все говорю про риски, про вероятности. Какие же риски, в принципе, методология управления запасами или система? Это может быть как инструмент какой-то автоматизации, это может быть программное обеспечение, это может быть регламенты, но неважно, это методология. Методология управления товарными запасами. Какие же она должна, в принципе, учитывать риски? Ну, во-первых, это риск возникновения дефицита. Да? Что будет, если мы будем хранить мало товарного запаса? А если мы будем еще меньше хранить? Выгодно это или нет? Сколько мы на этом потеряем? С другой стороны, если мы будем хранить больше товара, то мы заморозим денежные средства в запас. Выиграем ли мы от этого? Или мы понесем потери по списанию просроченного товара большие, чем выгода от покрытия дополнительного спроса? Вот базовые некоторые риски. Да. С другой стороны, у нас есть риск смещения сроков поставки. Нам обещали привезти это через месяц, а на самом деле привезут через 2, обещали через неделю, задержались и привезли через 9 дней. И эти риски тоже система и методология обязательно должна учитывать. Ну, про вероятности спроса и изменения остатков на дату заказа мы уже обсуждали. Также и здесь различные внешние факторы их влияния. Это промо-акции, сезонность, внутринедельная, понедельная, месячная и так далее. Соответственно, все эти риски учитываются в некой едином выражении, приведении, например, какой-то единой величине, чтобы их все можно было между собой сложить и сравнить, а при каком объеме хранения мы достигаем минимума этих рисков, минимума потерь. Ну вот в качестве примера приведу скриншот из нашей системы, когда мы видим расчет различных рисков для разных объемов хранения. Здесь приведена выдержка из таблицы, и мы видим вот объем хранения возможный 441 единица и тут 428 и так далее. Здесь разные объемы хранения по позиции вермишель малыш на склад номер 1. И это прогноз, ну, давайте условимся, что он на 7 дней, на некоторое количество дней. И система рассчитывает при разном объеме хранения, какие будут риски у нас по тем или иным направлениям. Соответственно, есть риск по дефициту, вот он здесь обозначен. Есть риск по заморозке денежных средств в запас, риск от списания испорченной продукции, штраф за недопоставку. Если мы дистрибьюторы и поставляем в сети, то сети предъявляют требования к тому, чтобы товар был поставлен, а если он не поставлен, то мы можем попасть там на 6%, например, штрафа за недопоставку. И если у нас еще стоимость хранения отдельно считается, это еще стоимость хранения за год того или иного объема. Соответственно, для каждого объема хранения, в данном случае, например, для 441, система может рассчитать потенциальные потери от дефицита, стоимости заморозки денежных средств запаса, от списания испорченной продукции, просуммировать все это, получить суммарные потери, это последний вот этот вот столбец. И, соответственно, задача
управление товарными запасами, оптимизации запасов. Это поиск баланса между всеми этими рисками, поиск оптимального объема запаса и оптимального уровня удовлетворения спроса и минимизация всех этих рисков. Минимум достигается в данном случае вот в этой синей строчке. 4921 рубль за год. Если мы храним меньший объем, чем 433 единицы, то риски растут все равно. И это обусловлено тем, что дефицит вот растет здесь у нас быстрее, чем мы экономим на стоимости владения запасом. Если мы храним, наоборот, больше, то наоборот, потери от списания, например, испорченной продукции и стоимость вложения денежных средств в запас гораздо большую несут в себе риск, и больше мы теряем денег, чем мы получаем дополнительно прибыль за счет покрытия дополнительного спроса. Здесь дефицит у нас 112 рублей, здесь 57, и, соответственно, покрытие вот этого объема спроса, оно невыгодно с точки зрения вложения денежных средств в запас и оценки других рисков. Откуда мы вообще получаем возможность оценить все эти риски и как-то их спрогнозировать? Все как раз дело в том, что мы можем рассчитать вероятности. Мы можем оценить вероятности возникновения спроса, и, как вы видите, в реальном примере они все, большинство из них меньше 1% составляют. И если мы знаем вероятность возникновения того или иного объема спроса, то мы уже можем оценить, какая вероятность, что если мы будем хранить 438 штук, то с вероятностью 46 мы недопродадим одну штучку, с вероятностью 39 мы недопродадим 2 штучки, с вероятностью 38 недопродадим 3 штучки и так далее. Мы можем, в принципе, понять, какой ожидаемый дефицит у нас будет за год, в данном случае там 12,5 единиц, при маржинальности позиции 5,9 рублей потери составят по дефициту такие же, 7,4 рубля. Соответственно, другие риски считаются примерно более-менее похожими там способами, но суть такая, что вот таким образом мы можем найти оптимально рентабельный уровень удовлетворения спроса, и по уровню сервиса второго рода он здесь у нас составляет ни много ни мало 99,72%. То есть нам выгодно по этой позиции, учитывая ее маржинальность, уходимость, вероятности продаж, закупочную цену, срок годности, штраф за недопоставку и так далее, все риски выгодно удовлетворять 99,72% в этот конкретный день, в этот конкретный заказ. Если заказ другой, там будет промо, там будет изменение сезона и так далее, этот уровень сервиса оптимальный может уже измениться. Соответственно, так вот переход к вероятностной модели позволяет перейти к нам финансово-рисковой модели и использовать ее точно. Мы не могли ее применять при использовании нормального распределения, потому что оно просто усредняет все позиции, подгоняет их под какой-то стандарт, которому они попросту не соответствуют. Ну и, наверное, прежде чем перейти к следующей теме, я хотел бы задать вопрос аудитории, если кому-то интересно, ответить на такой вопрос, а какие показатели, как вы считаете или, возможно, используете в своей деятельности, необходимо оценивать для того, чтобы понимать, какая модель, какой алгоритм работает лучше, какая система управления запасами работает лучше, или насколько хорошо, насколько здоровый у вас склад. Какие показатели вы используете в повседневной деятельности для оценки моделей, для оценки точности работы вашей системы, точности работы отдела закупок и здоровья склада. Если кто-то готов поучаствовать, напишите в чат о том, что вы используете. Это могут быть там какие-нибудь ошибки прогнозирования, это могут быть какие-то показатели, ключевые показатели эффективности и так далее. Но желающих особо нету. Я надеюсь, что меня все-таки по-прежнему слышно. Поставьте, пожалуйста, хотя бы тогда плюсики, если никто не хочет написать свои метрики, возможно, они какие-то очень интересные. Но давайте посмотрим следующий слайд. Я расскажу, какие метрики обычно используются по нашему
опыту, потому что мы видим от тех компаний, которые к нам обращаются. И на какие показатели стоит обращать внимание, на какие не очень. Это, наверное, вторая такая важная часть моего доклада, рассказа. Это как раз как понять, хорошо мы работаем или плохо, хорошая у нас система или плохая, и как сравнить, в принципе, две системы или методологии. Часто мы видим, что для оценки точности и эффективности работы системы используются статистические, пришедшие из математики, оценки точности прогнозирования RMSE, MAPI и MAE. Вот. Возможно, это еще и S-MAPI, симметричная оценка и так далее. Общий смысл этих оценок такой, что они применяются к изначальному какому-то прогнозу, сравниваются с фактическими данными прогноз и оценивается, насколько мы попали, не попали в этот прогноз. RMSE оценивает это в некоторых вообще условных единицах, которые сложно вообще воспринять. MAPI, MAE оценивает у нас в процентах. И вот эта вот оценка в процентах точности прогноза, она является достаточно непонятной и оторванной от бизнеса. Ну, во-первых, на одной позиции оценить в процентах точность прогноза можно, и можно даже эту цифру как-то интерпретировать. Но здесь кроется такой нюанс. В зависимости от того, какую метрику мы возьмем, допишем мы здесь букву S к мапе, да, и будем считать уже по-другому, или возьмем MAE, и вот эти проценты, они будут очень сильно скакать. Поэтому, когда спрашивают, а какая у вас точность прогнозирования в процентах, то можно ответить все, что угодно, потому что мы можем взять любую метрику и сказать, что у нас такая точность прогнозирования. Ну и, во-первых, это непонятно. 98% точность прогнозирования, много это или мало. Ошибка прогнозирования в 2%. Это много или мало? Кто как вообще считает? В чем здесь есть подвох? У нас во-первых, есть ошибка прогнозирования, когда мы переоценили спрос и сказали, что он будет там 150 единиц, а на самом деле он 140. Это ведь одни потери для компании, это потери в замороженном денежном средств запас. И если есть срок годности, то это еще и потери, возможные по увеличению риска списания испорченной продукции. А с другой стороны, у нас есть потери, а если мы недооценили спрос, и сказали, что он будет 130 единиц, а на самом деле он 140, то здесь мы уже несем потери по упущенной прибыли. Это гораздо могут быть более серьезными потерями, если особенно товар без сроков годности. А если мы еще поставляем в сети, то это еще штраф за недопоставку. То есть для каждого товара эти плюс-минус 2% могут быть совершенно разными вещами. С одной стороны, потому что это может быть переоценен или недооценен спрос, 2% ошибка прогнозирования. С другой стороны, что делать для того, чтобы оценить в целом ситуацию? Какая у нас точность прогнозирования по всей номенклатуре? У нас много SKU, у нас десятки тысяч наименований. Кто-то вносит большой вклад в нашу прибыль, кто-то маленький. И если мы возьмем и посчитаем ошибки прогнозирования на какую-то конкретную неделю по всей номенклатуре, то мы получим 10 тысяч цифр. С ними надо что-то делать и как-то получить одну. Мы можем их, конечно, усреднить, но это получится средняя температура по больнице и вообще ни о чем не будет нам говорить. Потому что мы, может быть, на 100% точно прогнозируем те товары, которые практически не продаются и не вносят никакого вклада в прибыль. Да? И тогда просто наша оценка по среднему будет ближе к сотне. Возможно, мы плохо прогнозируем как раз те товары, которые очень важны нам по прибыли, и там большая ошибка прогнозирования. Конечно, можно здесь возразить и сказать, что давайте тогда вот эти вот проценты будем взвешивать, взвешенную сумму получать в зависимости от вклада их в прибыль компании через АБЦ-анализ и так далее. Но тогда стоит вернуться и не забывать про то, что у нас есть ошибка в плюс и в минус. Что с этим делать тоже совершенно непонятно. И эти ошибки плюс и минус порождают большое количество рисков, которые имеют денежное выражение для компании. Проценты бизнесу вообще не говорят ничего. Соответственно,
Это один аспект этой проблемы. С другой стороны, у нас есть, ведь запас состоит из двух частей. У нас есть какой-то плановый запас, который может составлять, например, 20% от общего объема запаса. И у нас есть страховой запас, который, например, для разряженных и очень редко продающихся может составлять 60-80% от общего запаса. Да? Если у нас спрос сильно колеблется и сильно непредсказуемый, то доля страхового запаса, она может быть существенной, может быть больше половины от общего объема. Мы прогнозируем только малую толику, остальное все вынуждены добавлять в страховой запас, потому что вот эта методика второго поколения квантильного прогнозирования, она так работает, она так устроена. Поэтому, когда мы оцениваем точность прогнозирования, мы работаем только вот с этой левой частью и оцениваем, какие здесь у нас ошибки, да, но эта модель запросто может допускать ошибки при расчете страхового запаса и при использовании нормального распределения для большинства позиций это так и будет происходить. Именно здесь будет крыться самая большая ошибка в деньгах. Точность расчета страхового запаса здесь попросту никак не оценивается. Ну и подходя к тому, что проценты в принципе неинтерпретируемая вещь для бизнеса, мы пришли к тому, что оценивать потери нужно, конечно же, в деньгах, а не абстрактных величинах, процентах или как в РМСЕ вообще в стандартных там отклонениях. И нужно, чтобы сравнить две модели, как раз понимать, какие потери, какие риски у нас будут по той или иной позиции с учетом ее специфики, нюансов при той или иной модели. Ну и если мы работаем с деньгами, мы сразу решаем много вопросов, которые здесь встают. Мы можем их складывать по всей номенклатуре и получить объективную оценку. Сколько теряет компания, сколько, например, какие риски у нее могут быть при использовании той или иной модели. Мы можем взять различные методики и сравнить, где меньше всего рисков, где меньше всего, соответственно, потерь. Та модель у нас получается лучше, эффективнее для бизнеса. Здесь уже все можно запросто складывать. С другой стороны, рассчитывая вот эти вот потери, мы сразу учитываем и делаем моделирование товарного запаса в целом, не по отдельности части прогнозируемого спроса и страхового запаса, которые у нас вот здесь обозначены, не по отдельности, а в целом, потому что они в целом составляют наш запас на складе. И оценивая целиком, мы получаем как раз понятную и соответствующую реальности бизнеса историю. Ну и на какие критерии вообще стоит обращать внимание для того, чтобы понять здоровье склада, ситуацию, текущую ситуацию просто и отслеживать ее динамику. Обычно используется какой-то критерий, и зачастую, к сожалению, один из них, либо оборачиваемость, либо уровень сервиса. Под уровнем сервиса я имею в виду в данном случае процент удовлетворенного спроса, уровень насыщения спроса, а под оборачиваемостью скорость оборота наших товарных запасов. Чем она больше, например, тем лучше, тем быстрее оборачивается наш запас. Кто-то считает покрытие, количество дней, на которое у нас обычно запаса хватает, то есть покрытие может быть 50 дней, 30 дней, 30 дней это, соответственно, лучше, потому что запас оборачивается быстрее. Ну и оборачиваемость, наоборот, чем больше цифры, тем лучше. Это два взаимозаменяемых понятия, в принципе. Другое понятие – это уровень сервиса, процент спроса, который мы удовлетворяем. К сожалению, смотрят на один из них, обычно на этот показатель делают какие-то выводы. Но эти два показателя неразрывно связаны. Имея высокую оборачиваемость, за счет того, что у нас постоянно имеются какие-то дефициты, мы можем иметь крайне низкий уровень сервиса. И наоборот, мы часто видим фактический уровень сервиса в компаниях 100%, а это возможно, потому что фактический уровень сервиса действительно может быть 100%, когда ни одного дня не было потенциального дефицита, и мы удовлетворили весь спрос, который, в принципе, возникал. И, скорее всего, мы здесь увидим по таким позициям снижение значительной оборачиваемости. И чаще всего это как раз проблема кроется в группе на которую старается обращать слишком много внимания. Или как раз из-за перекосов вот в этих по уровню сервиса мы наблюдаем противоположную картину. Оборачиваемость может быть низкой, при этом может быть высокий уровень
удовлетворения сервиса. Поэтому только вместе, анализируя эти в комплексе показатели, можно понимать, какая у нас ситуация. В идеале, конечно, оба показателя у нас растут, или, по крайней мере, один растет, а другой находится на том же уровне, если мы говорим про оборачиваемость и уровень сервиса. Можно также еще анализировать, конечно, показатель рентабельности запасов. Он в виде одной цифры показан и показывает, сколько мы зарабатываем на вложенный запас. Ну и возвращаясь к тому, 2% много это или мало, все зависит от продукции, от объемов сбыта этой продукции. Соответственно, от того, недоценили или переценили, гвозди это или трактора. Соответственно, это могут быть совершенно разные потери для бизнеса. И совершенно это может быть несравнимые величины для разных SKU. Ну и на какие показатели необходимо на самом деле обращать внимание, да? Как рассчитывать и какую методику использовать для сравнения. Вот мы в своей практике используем для сравнения оценку потерь вот этих рисков, которые я обозначал, на каждой модели. То есть мы считаем суммарное значение по всем позициям. Это важно. Мы ни в коем случае не допускаем выбор какой-то определенной группы номенклатуры по той причине, что в ней может быть все хорошо или, наоборот, в ней может быть все плохо. Она может быть обладать какими-то особыми факторами, которые нам неизвестны и неизвестны даже компании, например, заказчика. И мы, выбрав ее, попросту можем попасть либо в очень хорошую ситуацию, либо в очень плохую и не получить объективной картины. Поэтому оценивать нужно всю номенклатуру. И оперировать нужно понятиями в денежном выражении, сравнивать эффективность и работу системы, понимать в деньгах. И обращать внимание на такие вещи, как потери. Потери, которые эта система достигает на оптимальном уровне сервиса или на распространенных уровнях сервиса. Почему две, собственно, здесь некоторые метрики возникают? Попросту некоторые компании используют фиксированную установку желаемого уровня сервиса для разных товарных групп. Например, для группы А требует 99, для группы Б, там, ББ требует 95 и так далее. Здесь применяется фиксированный уровень сервиса. Соответственно, по этим фиксированным уровням сервиса и нужно оценивать модель. Потому что одна модель может хорошо работать на низких уровнях сервиса, другая работает хорошо на высоких, и в целом нужно их как-то сравнить между собой. Поэтому мы берем некоторую градацию уровней сервиса и по ним считаем потери для разных методов, для разных алгоритмов. Например, метод 1 у нас достигает потерь там, по всей номенклатуре 820 миллионов, а метод 2 – 1,5 миллиарда. Соответственно, превосходство одного метода над другим понятно. Но если компания уже использует не фиксированный уровень сервиса, а как мы рекомендуем при должном уровне учета и при наличии адекватных данных использует оптимальный уровень сервиса, который по финансово-рисковой модели, которую мы недавно рассматривали, рассчитывается, то тогда и оценивать модели, методы нужно сравнивать именно на оптимальном уровне сервиса, потому что это могут быть совершенно другие цифры. В данном случае примерно разность получилась точно такая же при сравнении этих двух методов, но в абсолютном выражении, конечно, цифры меньше, потому что система, рассчитывая оптимальный уровень сервиса, уже минимизирует суммарные потери заранее. Собственно, про вот этот вот расчет и про эту методику у нас есть статья, как это рассчитывается подробно. Сейчас в рамках вебинара не представляется возможно все и сразу рассказать, к сожалению, но в рассылке будет ссылка на статью, почему мы не используем классические вот эти статистические метрики RMSE, MAPI, Maya и какие метрики мы используем и рекомендуем для сравнения и понимания эффективности той или иной модели. Поэтому, если сейчас что-то показалось непонятным, то вы можете задать вопросы в чат или потом почитать статью и все равно задать нам какие-то вопросы, если все равно что-то будет непонятно. Ну и последний аспект, на котором я хотел бы остановиться, это роль системы управления товарными запасами в компании в целом. Большинство компаний, которые к нам обращаются, предполагают, что система управления товарными запасами предназначена сугубо для удовлетворения нужно отдела закупок, к сожалению.
Но на самом деле нужно рассматривать эту систему в комплексе, как она взаимодействует со всеми отделами и что она дает им. Если она работает только на отдел закупок и не учитывает никак требования, входную информацию, пожелания других отделов, то тогда мы все равно будем нести значительные потери. У нас есть, например, с одной стороны отдел продаж, перед которым стоит, или они сами поставили какой-то план продаж, и у них есть экспертное понимание о том, что рынок растет или конкурент какой-то скоро закроется, спрос вырастет. То, чего не знает система управления запасами на тактическом уровне в принципе и знать не может. В таком случае эта информация, безусловно, должна учитываться. Эти прогнозы продаж, планы продаж отдела, они должны попадать в учет в систему управления товарными запасами. Они должны попадать на вход отделу закупок. Соответственно, я говорил про то, что отдел продаж должен иметь возможность предоставить свой план, который они хотят выполнить для того, чтобы отдел закупок обеспечил их запасами для выполнения этого плана. Естественно, выполнят они его или нет, это уже другая история, но, по крайней мере, возможность инструментальная у отдела закупок учесть этот план, как входная информация должна быть, и повлиять, естественно, на расчет запасов в автоматическом режиме, потому что когда у вас там десятки тысяч наименований от отдела продаж приходит о том, что вот этот поставщик, вот эта группа должна увеличиться там на 20-30% по месяцам, то это должно как-то автоматически происходить. С другой стороны, у нас есть, например, некоторые ограничения по складу, складская логистика, когда у нас неравномерно заняты наши складские площади, одни склады перегружены, и заказ на такой склад может привести к тому, что попросту его некуда будет принять. С другой стороны, у нас есть ограничения на приемку, мы не можем, например, много позиций принимать в день, если мы владеем, например, сетью аптек, то приемка зачастую на одного человека сваливается, и в данном случае мы не можем себе позволить, чтобы он принимал по большому количеству наименований по одной штучке. В других случаях, наоборот, мы должны, наоборот, равномерно размазать приемку, где-то обеспечить по-другому, чтобы это было распределение. Мы должны удовлетворять, соответственно, объему складов, скорости приемки, скорости транспортировки, понимать, какая транспортировка между разными складами у нас, вместимость транспортных средств и какими транспортными средствами мы обладаем, чтобы мы не повезли полупустое транспортное средство. Естественно, если доставка не за счет поставщика, а за наш счет, либо это внутренние перемещения компании. Соответственно, вот эта вся информация, а ее достаточно много, о том, сколько места на складе, какие у нас есть транспортные средства, поступает на вход отдела закупок, какие транспортные средства у поставщика и так далее. Отдел закупок должен иметь возможность автоматически учесть имеющиеся ограничения, скорректировать заказы, увеличить их до транспортных средств, если это рентабельно, или уменьшить их до зон хранения, до объема склада, если, соответственно, это необходимо, и склады перегружены. Также, если часть складов перегружена, а другая, например, имеет свободные площади, возможно, нам имеет смысл рассчитать оптимальные внутренние перемещения. И тоже такой вопрос, инструментарий должен присутствовать. То же самое можно сказать про два других отдела, маркетинг и финансовый отдел. Финансовый отдел, в свою очередь, к нам может предъявлять ограничения по бюджету, который мы можем тратить на закупку в месяц. Финансовый отдел, естественно, интересует разумность инвестиций в запас, и это к финансовой рисковой модели как раз. Выгодно ли нам инвестировать столько денег, какая у нас предполагаемая доходность денежных средств, и под какой процент мы, собственно, берем деньги. Это наши деньги или это деньги поставщика, товарный кредит. Соответственно, какой у нас неликвид и какой у нас размер сверхзапаса. Все эти вопросы и ограничения финансового отдела может предъявлять отдел закупок и, соответственно, в свою очередь получать от отдела закупок информацию. Вот у нас такой план объемов запаса по месяцам. У нас такой план ожидаемых, соответственно, заказов, которые закупки мы будем делать. Такие у нас сейчас составляют доли неликвидов и такие доли сверхзапасов. Такая динамика в целом под ним представляется. С другой стороны, у нас есть маркетинг, который проводит какие-то акции. И
вероятнее всего, никто не отслеживает, что с этими акциями происходит дальше, если это десятки тысяч этих акций по различным магазинам. Хотя вполне возможно при использовании инструмента автоматизированного такую вещь производить и отслеживать эффективность прошедших акций, прогнозировать потенциальную эффективность будущих акций. Мы попросту можем спрогнозировать спрос на период акции и сравнить его с фактическим объемом спроса и понять, насколько выросли продажи в акционный или постакционный период, наоборот, возможно, они упали. Соответственно, имея общий инструмент, мы можем оперировать одними и теми же понятиями и разговаривать на одном и том же языке со всеми отделами. Зачастую мы видим такую ситуацию, что у отдела продаж свои способы расчета, плана и прогноза продаж, а у отдела закупок совершенно другие макросы в Excel забиты, и они запасы считают по-другому. И это все между собой не бьется, продажи жалуются, что запасов не хватает для обеспечения спроса, а отдел закупок ничего с этим поделать не может. Маркетинг как-то планирует акции, и это никак не связано с тем, что планирует отдел закупок. Соответственно, у каждого свои какие-то наработки, свои макросы, свои методики, и нету общей методологии. Если мы внедряем какую-то общую методологию, которая распространяется на все отделы и позволяет им коммуницировать и разговаривать на одном языке в рамках правильных ключевых показателей в деньгах, оценивать все это и принимать обоснованные решения, то тогда выигрывает не только отдел закупок, нагрузка на который, в принципе, снижается, но и вся компания в целом за счет того, что прибыль компании растет. Коллеги, мы подходим к завершению нашего вебинара. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их задать. Мы рассмотрели с вами различные аспекты внедрения и использования методологии управления товарными запасами, начиная от того, какая роль сейчас отводится у управления товарных запасов в компаниях, какие алгоритмы прогнозирования используются. Напомню, зачастую используются алгоритмы второго поколения квантильного прогнозирования, когда используется оценка страхового запаса по нормальному распределению и некоторый такой интервальный подход. Также мы рассмотрели важность учета рисков при расчете оптимального товарного запаса, влияние различных рисков на принятие решений и вероятностные модели прогнозирования, которые открывают перед нами такую возможность расчета и поиска точки баланса между различными рисками и поиска оптимального уровня удовлетворения спроса. Соответственно, также мы посмотрели, какие метрики стоит использовать, а какие, наоборот, стоит отложить в сторону, потому что они оторваны от бизнеса, реальности и просто дают нам искаженное понимание. Статистику можно повернуть, в принципе, в нужную сторону, интерпретировать как угодно, но когда мы переходим к расчету в деньгах, это становится более объективной оценкой. Оценивать нужно не только точность прогноза, но и точность расчета страхового запаса, и лучше вообще эти две вещи не разделять, а сразу рассчитывать, как мы считаем оптимальный запас и оптимальный заказ, потому что это тоже некоторый отдельный переход, у нас есть кратность поставки, ограничение поставки и так далее. Для оценки здоровости склада нужно использовать обязательно оба критерия: и оборачиваемость, и уровень сервиса. Соответственно, и использовать расчет потерь на оптимальном уровне сервиса – это, конечно, идеально, возможно, на фиксированных уровнях сервиса. Также мы рассмотрели с вами роль системы управления товарными запасами в компании в целом и как она может быть полезна разным отделам в их коммуникациях и для достижения общей цели компании. Коллеги, спасибо за внимание. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, я сейчас на них отвечу. Контакты наши вот на слайде представлены. Если какие-то вопросы появятся, можно писать, звонить по методологии. Мы можем с вами тоже пообщаться подробнее. Есть вопрос от Сергея. Есть ли список исходных данных, критериев, трендов, которые система берет и анализирует? Это сильно, конечно, зависит от системы управления товарными запасами.
И у нас есть отдельная про это статья, размышления на тему, сколько факторов и должна учитывать система, и должна ли она учитывать прогноз погоды и тому подобное, или курс валют, или количество проданных машин, и как выбрать систему управления товарными запасами. Это очень сильно зависит от бизнеса, от количества наименований. Если у вас мало наименований и у вас очень большие объемы, допустим, 100 наименований, и вы дистрибьютор этих 100 наименований, то вам, конечно, нужно использовать сложные методы машинного обучения, искусственного интеллекта. Вы можете это себе позволить, нанять десяток высококлассных аналитиков, которые будут сидеть, перебирать эти модели и учитывать неограниченное количество факторов, какие только захотите, критерии. Но если вы обладаете большим количеством SKU, вот в данном случае 10 тысяч наименований и с длинными сроками поставки, то учитывать какие-то факторы типа прогноза погоды, курса валюты и тому подобное может оказаться на самом деле не очень выгодной историей, потому что вам больше нужно денег будет потратить на поддержание этого процесса и вклад в точность тех величин, которые сами по себе являются неизвестными в будущем, как прогноз погоды или курс валют, он на самом деле достаточно спорный. То есть мы можем даже запасы наши неправильно рассчитать. Вот план продаж, например, мы пришли к тому, что да, его необходимо учитывать. Сроки поставки, безусловно, нужно учитывать. Не только срок поставки, но и точную дату поставки. При длинных сроках поставки у вас много находится, соответственно, в пути заказов, может много находиться, если вы револьверные поставки используете. И есть смещение поставок, да, при этом какой-то заказ приедет позже на самом деле, и это приводит к тому, что запасы-то у нас на самом деле другие станут, у нас какой-то там дырка, дефицит где-то возникнет, нужно дозаказать товар или наоборот меньше заказать. Безусловно, сроки поставки нужно учитывать. Ну и в качестве базовых исходных данных это, естественно, история продаж, это и история остатков для понимания, где периоды дефицита, где у нас периоды там не случайного отсутствия спроса, где у нас акции, промо, где есть сезонность. Сезонность обычно система, конечно, сама рассчитывает. В принципе, тренды тоже система базовые сама рассчитывает. Закупочная цена, цена реализации для оценки рисков по рисковой модели финансово необходима. Но если вы фиксированный уровень сервиса используете, то можно и без цен закупки реализации, конечно, обойтись. В зависимости от того, собственно, какой у вас бизнес, на каком уровне вы находитесь, те критерии и вещи можно применять. Одно я скажу, что вещи типа курса валют достаточно сложно применять, и такие системы, наверное, будут относиться больше не к системам готовым управления товарными запасами, а к некоторым аналитическим системам, конструкторам, в котором вы будете сидеть и перебирать модели, добавлять какие-то ряды, анализировать это или содержать отдел аналитиков для 10 тысяч наименований. Это, наверное, потребуется. Собственно, и мы про это размышляли в статье «Как выбрать систему управления товарными запасами», потому что для разных компаний, естественно, будут разные аспекты важны. Где-то это нужно учитывать, где-то нет. Но по нашему опыту там достаточно озаботиться хорошим учетом основных факторов, сконцентрироваться на них, чем пытаться учесть все факторы, которые являются даже мало прогнозируемыми. Ну, Сергей постарался ответить на ваш вопрос, как смог. В рассылке мы, наверное, добавим статью про то, как, в принципе, убирается система управления товарными запасами. Как мы рассчитываем прогноз, какие берем критерии, как их оцениваем? Ну, наверное, коллеги, да, придется еще и эту статью включить. У нас есть статья, как мы перешли, в принципе, пришли к вероятностным моделям прогнозирования. Включим, наверное, в рассылку и эту статью от нейронных сетей к вероятностным моделям прогнозирования. Если интересно, то как что-то конкретно считается на ваших данных, то, наверное, это уже в формате личного запроса может быть. Вы можете на нашу почту отправить запрос. Мы можем даже на ваших данных посчитать, оценить эффективность применения тех или иных методов, моделей и показать, как это считается вживую на ваших данных. Спасибо за вопрос. Коллеги, спасибо большое за участие в вебинаре. Был рад
вас видеть, слышать ваши вопросы. Соответственно, если какие-то вопросы еще появятся, то пишите на нашу почту, звоните. Соответственно, всегда с удовольствием с вами пообщаемся. Спасибо. Ну и, наверное, до скорых встреч.